Здравствуйте, мужчины! Наши подписчики видели, что весь прошлый месяц мы провели в Московской области, город Дубна. Делали там очередной магазин. Сложный объект, 600 квадратных метров примерно по полу. Несколько санузлов, достаточно сложная лестница. Ну и главное, тут проблема была с полами. Об этом поговорим чуть позже. А сейчас объясню, в чем суть для тех, кто первый раз попал на наше видео или на наш канал. Мы строители с более чем 20-летним опытом. Основная наша специализация — это промышленные объемы, плиточные работы, выравнивание полов. Магазины, торговые центры. Очень легко масштабируемся и работаем в любом городе России. Наши контакты в описании к этому ролику. А в этом видео вы увидите весь путь, начиная от демонтажа и заканчивая открытым уже магазином, прекрасным и красивым. А именно, бегло покажу, какие полы нам достались, как мы их дефектовали, как выставляли растворные маяки и почему растворные. Такой беглый обзор черновой подготовки под равнитель. Расскажу, какие материалы и, главное, сколько мы использовали. Скажу, какой был расход. Зальем 600-метровый зал за один день. Обсудим финишные равнители, которые сейчас есть на рынке. Ну и вот такой будет кусок вообще посвященный этому. Плиточные работы. Я уже в начале ролика говорил, что объект сложный. И вот сложность, собственно, в том, что плиточка маленькая. При этом еще есть рисунок. Вон, видите, у нас был так называемый мольберт. То есть этот рисунок, он там повторяется с определенной периодичностью. Заведем первый ряд в зале. Как размечать зал. Ну, вот эти моменты тоже осветим. Поделюсь наработанными лайфхаками, как мы победили вот этот рисунок, эту цикличность. Я знаю, много бригад работает по пятерочкам. Ну, я думаю, будет интересно. Плитка оказалась достаточно твердой, она толстая. Обычный плиткорез ручной ее не очень-то хорошо резал. Поэтому мы решили приобрести камнерез. За ним поехали 150 километров в мытище, в плиточный рай. Это магазин Диам Маркет. Сняли там тоже небольшой обзорчик. Ну и, конечно, сделаю свой отзыв на этот станок, который мы купили. Входная группа, крыльцо с перемороженным бетоном. Так как мы все делаем под ключ, крыльцо упало на нас. В общем, мы его сделали. Покажу тоже какие-то лайфхаки определенные, как не то что быстро, как качественно сделать крыльцо и ступени. Сейчас такая одна из самых сложных плиточных работ. Еще раз покажу и расскажу, как затирать такое большое количество швов резиновой шваброй, а именно стекломоем. Всякие там нюансы, которые возникают при этой работе. Нагоним жути на новичков. То есть покажу, что будет, если вы не успеете к нужной дате уложить и затереть зал. Ну, вообще поговорим об этом, о сроках на таких объектах. Бегло покажу, как делались приямки, коврики, ну и всякие мелочи, из которых состоят такие магазины. И сколько это занимает времени. Также заедем в магазин, который делали в прошлом году для этого же заказчика. Немножко другая плитка. Вот магазин через год. Посмотрим, как выглядит. Вернемся в нашу Дубну уже после открытия. Посмотрим, как это все выглядит уже намытое, красивое, с мебелью, с товарами. Сделаем анонс того объекта, на котором работаем сейчас. Плитка 1200 на 600. Очень сложный тоже объект. 1000 метров. Магазин тоже пятерочка. Делаем кусками, без закрытия. То есть, ну, такой интересный будет.
Как вы уже поняли из анонса, в видео будет очень много полезной информации, как для наших будущих потенциальных заказчиков, так и для мастеров, плиточников, ну и не только плиточников, для всех, кто работает по объемам, и не только по объемам, просто по плитке. Я думаю, каждый что-то найдет полезное. Из песни слов не выкинешь, достаточно длинное видео будет. Наливайте себе чай, сразу подпишитесь, мало ли что слетит, чтобы не потерять наш канал. Надо обязательно подписаться. Ну и следующие 9 секунд для тех наших подписчиков, кто жмет лайки, даже несмотря на видео. Погнали, приятного просмотра! Итак, мы зашли в помещение, демонтаж практически завершен, все вывезено практически, там немножко осталось, несколько КАМАЗов было мусора. Теперь вернемся к материалам, которые мы заказывали. Задача была сделать хорошо, на века, качественно, поэтому на материалах не экономили, заказали все материалы в компании Perfecta. Ссылка будет в описании. Рассказываю, какие материалы мы взяли. 4 поддона. В каждом поддоне 50 мешков, 4 поддона финишного равнителя flat слой, 2 поддона грубого равнителя hard слой, потом 2 поддона клея, и потом на лестницу еще дозаказывали, но там уже чуть-чуть. Вот. Сразу скажу, что финишный равнитель в принципе хватило, даже остался, грубый ушел весь, и клея тоже остался, по-моему, поддон. Ну, так как у нас следом шел другой объект, все как бы переехало туда. Также взяли 6 канистр грунта концентрат, тоже от Perfecta. Но нам его не хватило, потом еще докупали. В общем, на такой объект лучше брать канистр 10 концентрата от Perfecta. И будет в самый раз. На грунте экономить не стоит. Теперь пополам. Полы. Здесь это было помещение, нарезанное под арендаторов различных. То есть какие-то зоны были плитка 60 на 60. Видимо, один подрядчик делал. В каких-то помещениях была плитка 30 на 30 там по диагонали. Стяжка выравнивающая. Не очень хорошего качества. Такая вот прям песок вся крошилась. И начали мы с чего? С того, что начали делать дефектовку. Ну, кто следит за нашими видео, уже видели наш детектор стяжек. Кому интересно, напишите коммент, я скину ссылку на детектор стяжки от компании Milwaukee, которым мы проверяем стяжки. Соответственно, все было проверено. Все, что бухтело, все было снято. Ну вот на кадрах я показываю достаточно большой кусок вот этого плохой вот этой стяжки песчаной. Было принято решение ее удалить полностью. Многие, наверное, будут писать комментарии, почему вы всю стяжку не сняли. Ну, просто объясню, что это такие большие, во-первых, это трудозатраты достаточно большие. Все стоит денег, демонтаж стоит денег, вывоз мусора тоже стоит денег. И потом же надо делать стяжку, поэтому было принято решение те куски, которые хорошо стоят, ничего с ними не делать, ну просто сверху мы их заровняем. Вот, но вот этот проблемный кусок уже деваться было некуда, было принято решение его полностью удалить, сбить, зачистить. Небольшие ямки, отверстия от перегородок мы заровняли грубым равнителем, вот этим как раз от Perfecta hard слой. Вот видно на кадрах. Такую провели подготовку предварительную перед финишным равнителем. Естественно, все это было пропылесошено, полностью все обеспылено, мощно прогрунтовано. И вот такие места, вот этот вот левая часть зала, вот пострадавшая, выставили растворные маяки. Почему растворные маяки? Потому что ускорение процесса мы будем заказывать готовый раствор высокой марки. И также на объекте уже начинают потихонечку работать электрики.
по-моему, там уже ходили вентиляционщики и ставить эти металлические, ну, грубо говоря, если на объекте есть посторонние люди, да и сами вы, когда будете таскать раствор в телегах, то есть все эти металлические маяки, ну, велики шансы, что вы их собьете. Лето, жара, привозной раствор, кто работал, тот знает. Ну, он ждать не будет, пока ты там маяк обратно возвращаешь. Поэтому, то есть нам надо принять раствор, быстро разровнять, чтобы в случае, если кто-то оступился, ошибился, телегой наехал, чтобы маяк остался на месте. Поэтому взяли вот эти металлические маяки, но вмонтировали их вот в такой жесткое растворное основание. Вот его сбить невозможно. То есть нам надо постараться там встать с перфоратором, чтобы сдолбать этот маяк. Раствор подали просто в дверь. То есть вот подъехал миксер, как видите, выставил лоток, просто в зал подали этот раствор. Ну и дальше телеги, баки начинаем растаскивать. 3,5 куба, по-моему, заказывали. Взяли чуть меньше, потому что не было желания, чтобы у нас осталось раствора больше, чтобы мы его потом по мешкам распихивали. Но, кстати, вот посчитали четко, хватило только-только, ни больше, ни меньше, прям вот супер вообще. То есть и не по мешкам не пришлось растаскивать, и потом не пришлось равнитель тратить на какие-то большие дырки. Значит, разравниваем без шишек. Ну, потом это, естественно, все поточили правилом. Как раз в разгар работы приехал мусоровоз забирать мешки с этой битой стяжкой. Что такое бить стяжку? Это на самом деле вот видео все коротко. Хоп-хоп, типа все сбили. Там несколько дней это все длилось. Ну, конечно, это работа такая для подсобников. В основном от нас там только присмотр требовался. Вот, то есть небольшой кусочек какой-нибудь, 3 квадратных метра ковырни, и вот такая вот полная пухта будет мешками набитая. Поэтому, конечно, сбивать стяжки так себе развлечение. Ну вот все, что осталось лишнего, получилось так хорошо посчитать, чему мы, конечно, рады. Вот итог, этот кусок, такое качество покрытия. Сильно не выводили, все равно сверху пойдет равнитель. Почему? Потому что маленькая плиточка под маленькую гребенку, нам нужно было идеальное основание, идеальное покрытие. Накрыли все эти места пленкой, дабы стяжка не пересохла, не потрескалась. Поливали ее водой, и мы переходим к следующему этапу. 3 days later. А следующий этап у нас это выравнивание всего зала финишным равнителем, создание так называемого зеркала, по которому мы уже будем работать гребеночкой. Все как всегда, выметаем сначала, потом обеспыливаем и потом вот так вот обильно, можно даже не один раз, парочку раз пропитываем все полы грунтом. Предварительно мы прошли грубым равнителем, залили все вот эти ямки, дырочки, отверстия. Ну, я уже про это говорил, но еще раз акцентирую на этом внимание, потому что там кое-где были они достаточно глубокие, 3 и 4 сантиметра. И нам не нужен такой толстый слой финиша. Ну, просто не получится сделать за раз, поэтому мы их предварительно подровняли грубым равнителем. Обеспыливание, супер важная операция. Пылесос, все надо пройти, все камушки убрать, потому что эти камушки будут застревать у вас между зубчиками валика, которым вы будете раскатывать равнитель. В общем, это важная операция. Чистые места грунтуем обильно, но я уже про это говорил, грунт перфекта. Прямо надо напитать полы, и самое главное, нужно дать им успеть высохнуть. Вот сейчас раннее утро, мы рассчитываем, что грунт высохнет где-то к обеду, может быть после обеда. Поэтому вот прям с утра этим заняты.
грунт должен высохнуть, впитаться и высохнуть. Это важно. После обеда и высыхания грунта мы приступили к заливке равнителя. Здесь бы, конечно, стоило бы показать растворный узел, всякие лайфхаки по заливке, как там воду вымерять. Но мы сделаем отдельное видео по финишному выравниванию. Ну, выйдет в ближайшие дни сразу после этого ролика. Ищите на канале. Кстати, не забудьте подписаться, еще раз напоминаю. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить всевозможные лайфхаки, выработанные годами на этих промышленных стройках. Конечно, опытный строитель спросит про лазер, маяки, уровень. Но я скажу так, что пока мы подготавливали зал, мы его изучили наизусть, где нужно побольше, где нужно поменьше. С этим нам все понятно. И мы льем в неком смысле на глаз. Но тут надо, конечно, сказать, что в наш глаз уже встроен этот лазерный нивелир. То есть опыт. И мы просто видим по тому, куда течет равнитель, где надо чуть-чуть добавить, где нужно чуть-чуть убавить, где отгребсти, где еще покатать. Поэтому, если в вашем глазе лазерный построитель еще не встроен, лучше перестраховаться, забить саморезы, закрутить на нужную высоту, натянуть между шляпками нитки и ориентироваться на эти нитки. В нашем случае нам это не надо, нам бы эти нитки только мешали бы здесь. Отдельно надо сказать про финишный равнитель, которым мы работаем. Flat слой от компании Perfecta. На данный момент это лучший финишный равнитель на строительном рынке России. По крайней мере, по соотношению цена-качество ему равных нет. Он очень сильно напоминает когда-то первый финиш, который появился, как минимум в Санкт-Петербурге. У нас тут все-таки северо-запад, рядом Финляндия. И вот первые равнители, которые появились, это был финишный равнитель Vitonit 3000. Вот по физическим свойствам вот этот равнитель его даже превосходит. Настолько он хорош. Впоследствии компания Vitonit 3000 была продана Saint-Gobain Group. И сейчас этот 3000 Vitonit, и мы им больше не работаем. Это совсем не то, что было раньше. То есть он сразу выпадает в осадок, какими-то буграми заливается. И плюс ко всему еще и может и отщелкнуться. Что самое страшное в нашей работе. Вот этот равнитель, flat слой. Запоминайте мешок. Также ссылку укажу в описании ролика. Ссылку на сайт этой компании, там можно посмотреть, где он продается. И, кстати, он еще очень гуманный по цене, что немаловажно в наше тяжелое кризисное время. Вообще по этому равнителю и по залу, поэтому весь этот день я не выпускал камеру из рук. Мы сняли очень много материала и на следующий день. И еще раз напомню, что по финишному равнителю, по выравниванию выйдет отдельный фильм, подробный, с разборами, с нашим опытом всевозможным. А сейчас небольшой кусочек съемок прямо с объекта. Мы сейчас смотрим на кусок, на котором у нас две разных глубины. Одна глубина, я думаю, где-то сантиметр-полтора. Вот видно, где более, где вся она мокрая осталась, да, там где-то сантиметр. Мы снимем брусок, потом посмотрим, какая там конкретная глубина. И рядом, где уже начало подсыхать, то есть там совсем тоненький слойчик. Да. То есть вообще в идеале там не должно быть перепадов. Посмотрим завтра. Он прям видно шов этот, да? Да, видно шов. Вот это как бы
мы залили нормально, и то есть в идеале мы завтра практически это место не сможем найти. То есть он так растечется, что нам будет это место не найти. Если мы его не найдем, то это будет очень буквально. крутой показатель. Да, мы в прошлый раз тоже уже такое место мы не смогли найти. За одну ночь такое количество равнителя, естественно, не высохнет, поэтому мы устроили себе выходной и, взяв образец плитки, поехали в магазин по продаже плиткорезов под названием Диам Маркет в Мытищах. Поехали туда выбирать себе плиткорез. Заодно сняли там обзор с ценами на электрические плиткорезы. Можно так сказать, вхождение в профессию. Плиткорезы 1,20 м, 1,40 м, 1,60 м. Интересное видео, так как мы обсудили самые дешевые варианты и самые дорогие. Получилось там видео минут на 20. Оно уже на канале выложено. Ищите в плейлистах или видео нашего канала. На обратной дороге мы поехали в городок Московской области Латошино, где в прошлом году мы делали магазин 1500 метров. Вот плитку видите 60 на 60. Вот полоски мы эти не делали, конечно. Это, видимо, требования Роспотребнадзора в связи с ковидом. Полосы эти мне не очень нравятся. Ну, как видите, все отлично стоит. Все лежит, ни одной битой плитки. Шикарный магазин. Так получилось, что мы попали за 5 минут до закрытия. Вон уже флаги лежат, убраны с улицы. По этому магазину тоже есть видео на канале. Называется 1500 метров. Все секреты. В этом видео я все рассказываю, как мы его делали. Всякие там лайфхаки. Ищите на канале. Магазин очень красивый. А мы возвращаемся в Дубну. Слои равнителя у нас были от 0 до... Вот у входа там сантиметр был примерно. Даже больше, наверное. И эта масса равнителя сохла дня 2 до стадии, что можно было уже катать по нему поддоны. Но мы все равно подождали еще день. У нас же 10 поддонов плитки в зале. За это время мы проверили весь пол. Подправили места, где были малейшие ямочки. И теперь уже можно приступать к укладке плитки. Перед началом плиточных работ мы решили провести тренировку нашего личного состава по укладке этой плитки в рисунок. У нас есть дизайн-проект. Согласно этому дизайн-проекту плитка выкладывается в такой абстрактную такую картину, и она повторяется через каждые 5 рядов. То есть 5 на 5. Вот у нас такой квадрат. Вот немножко забегу кадрами вперед, но это именно тот случай, когда проще показать, чем объяснить. Мы поступили очень просто. Сделали вот такой стенд, пронумеровали его в высоту, в ширину. То есть задали ряды. Эти ряды подписывали на плитке. Ну, об этом позже расскажу. У меня есть кадры, я специально походил, поснимал. Общее вот это поле. Без там поддонов, там, да, без мебели, без ничего. Ну, мне кажется, очень круто выглядит. Что-то в этом есть такое сильно психоделическое. Ну, мне понравился этот узор. Конечно, это было непросто, но оно того стоит. Зал мы разметили по колоннам и входу. Прокинули рулеточкой, подсчитали, чтобы у нас там никаких макаронин не вышло у стены. Затем натянули нитку и нашли такое среднее значение между всеми стенами. Ну, чтобы у нас нигде морковки не получались. Наверное, не очень понятно, как мы зал заводили, но у нас очень много видео на канале по этой теме. Не будем отвлекаться, едем дальше.
Следующий момент, нам нужно будет очень много клея, и клей должен быть одной консистенции. Поэтому нужно четко настроить замес. Вот у нас в баке 2 мешка. Нужно четко отмерить количество воды, пометить его на ведре, чтобы все время получать раствор одной и той же консистенции, чтобы она в процессе работы не менялась. Это очень важно, если вы тем более работаете бункером. Итак, можно начинать. Бункер начинает свой путь. Обратите внимание, что ближняя к вам полозья едет по черте, нарисованной на полу. Это оказалось удобнее, чем лазер. По заведению первого ряда также на канале много видео, но основное там что? Первый ряд никогда не делается вечером. Всегда мы его делаем, самое позднее в обед. Связано это с тем, что нужно нагребсти этот ряд, разложить плитку. Вот в этом случае, видите, еще и рисунок этот. Вот, начало прям очень тяжело шло, не быстро. Далее нужно по нитке вывести этот ряд, все проверить, чтобы все было четко, проверить все швы. Есть много нюансов, связанных со швами, с крестиком. Тоже это все в этих видео про первые ряды. То есть очень важно завести не супер узкими швами, там, не супер широкими. Много нюансов, конечно, связанных именно с укладкой плитки на больших объемах. Поэтому зал нужно заводить только с утра, чтобы в случае чего вы все могли исправить. Подтянуть там влево-вправо, раздвинуть швы, сузить швы. У нас бывали случаи, когда мы полностью перетягивали весь ряд длиной там несколько десятков метров. После определенного количества рядов тактика выработалась. Ну и, кстати, то, что вы видите на кадре, вот, подсобник, парень, его зовут Влад. Оказалось, что мы выиграли в лотерею свой счастливый билет. Как вы видите, он раскладывает на данный момент по памяти. К Владу мы еще вернемся. Сейчас небольшое такое отступление по поводу гребенки бункер. Вот она достаточно широкую такую имеет основу. И вот видно, как она едет. И какие-то небольшие неровности, какие-то мелочи при нанесении сглаживает. Но при этом есть, конечно, отрицательный момент. Так как мы ее сильно нагружаем, она, конечно, протирается. То есть нужно следить с этой гребенкой бункера, нужно следить за ее зубом. Вот несколько секунд назад вы видели, что Влад что-то написал на плитке. Все очень просто, он пишет эти ряды, которые у нас идут. Вот с самого первого ряда они идут 1, 2, 3, 4, 5. Так как мы делаем по 3 ряда, в чем еще сложность? Что эти ряды все время сбиваются. То есть мы делаем 1, 2, 3. Следующий ряд мы делаем 4, 5, 1. Следующий ряд мы делаем 2, 3, 4. То есть это все время как бы сдвигающаяся позиция. Ну вот другая ситуация. Вот человек раскладывает, если вы думаете по памяти, нет, он просто подсматривает этот рисунок на предыдущих рядах. Вот пытался даже вот ошибку сделать. Или даже уже сделал. Ну как видите, это совсем не быстро. И как правило у нас все сводилось к тому, что плитку раскладывал в основном Влад. Ну вот видно цифры, да, видно 5, 4. То есть вот сейчас идет первый ряд. И он подсматривает, он смотрит на через 5 рядов, да, там на первые ряды смотрит, как правильно. Я потом спрашивал у Влада, по какой системе он запоминал. Ну вот он, у нас же вот видите, вот есть этот уголок подкрашенный, уголочек. И вот он говорит, я да, запоминал по рядам. Из серии лево-низ, лево-вверх, там лево-низ, второй ряд, там. Ну, вы поняли формулу. Вот как-то так. Ну, конечно, совсем не быстро.
То есть вот уже треть зала сделана, да, один там кидает по памяти, а вот другой человек никак не может перестроиться. При этом Хайдар хоть как-то, да, ну может не быстро, но раскладывает. Но у нас также были подсобники, которые ну вообще не смогли этого. То есть он берет одну плитку и сидит там по 5 минут. Просто передвинули их на другие операции. Владу, конечно, хочется сказать огромную благодарность. Очень сильно продвинул он работу, объект. То есть обычный парень пришел работать подсобником по объявлению в газете и оказался нашим счастливым лотерейным билетом. Давайте просто посмотрим, смотрите. Чук-чук-чук-чук. Все, у него в голове полная вот эта картина. Какая плитка куда идет. Как я уже говорил, в самом рисунке нету какого-то четкого системы какой-то. Вон там посередине какая-то буква Т, да, вот вырисовывается. То есть нет такого, что какие-то спирали там закручиваются, заворачиваются. Ничего такого нет. Вот, все. 5 рядов прошло, вот он подписывает. 4, 5, 1. Ну, те ряды, про которые я говорил. Влад, если ты смотришь это видео, тебе спасибо. Надеюсь, еще поработаем. Конечно, раскладкой плитки дело не кончается. Следом идет человек, который вставляет крестики, ну тоже подсобник. А потом уже, конечно, наш великий джедай Слава уже разравнивает, поддавливает, ну, ставит их на места. Поэтому гусеница, пожирающая метры, выглядит так. То есть вначале идет клея-наноситель, потом плитка-раскладыватель, следующий это крестиков-втыкатель. Ну и в конце уже мы со Славой фиксируем, там, разгоняем швы, высоты. Ну, такая уже работа мастера, которую, конечно, уже никому не доверишь и быстро этому не научиться. Результат нашей работы может быть вот таким. То есть где-то лишний клей может вылезти. Швы вот забиты клеем. Поэтому утро следующего дня начинается с того, что вся бригада встает на то, что расчищает швы. Ну, много раз показывали эту операцию. Это обычные канцелярские ножи. Поддевается крестик, вылетает крестик и ножом по краям ширк-ширк, чтобы вытащить клей из швов. Если этого не сделать, а клей у нас очень хороший, это клей Multifix от компании Perfecta. То есть, если вы с утра этого не сделали, уже к обеду лезвия будут ломаться, а на следующий день, там, к вечеру следующего дня, это будет уже такой камень. Ну, можно будет еще, наверное, сделать, только если размочить, но это уже будет адская работа. Ну, а если подержать 3 дня, то все, считайте, что к вам пришел северный и пушистый зверек. Он превращается в монолит такой, как гранит. Ничем вы не возьмете этот клей в швах. Стало время поговорить о подрезке. Подрезки было много. Плюс различные колонны, соответственно, это выпилы. Болгаркой резать такие объемы — это совсем не вариант. Ручной плиткорез наш Sigma у нас большой такой, ну это очень мощный основательный плиткорез. На 60 он в принципе резал, ну колол через раз. То есть, возможно, были ошибки. Ну, поэтому, собственно, мы съездили, купили этот камнерез PLK 250 диановский. Что могу сказать по этому станку? Очень мощный мотор. Удобна вот эта ситуация с кареткой, что ты не мотор двигаешь по станине, а именно каретку с плиткой. Можно делать запилы на 45. Ну, мы, конечно, не особо миллиметристикой занимаемся. У нас это очень редко, когда нам требуется.
в основном я бы сказал, конечно, что этот плиткорез, ну это скорее даже камнерез, для каких-то вот таких твердых плиток, толстых, можно мрамор какой-нибудь толстый резать, гранит. То есть для таких работ, потом я посмотрел в Инстаграме и в Ютубе, печники берут его, режут кирпичи, им нарезают, как им нужно, вообще можно там, не знаю, миллиметр можно отрезать. Но по этому плиткорезу мы сделаем отдельное видео, отдельный обзор, наснимали материалов, ну, выложим через 2-3 дня, ищите на канале. Забегая вперед, скажу, что мы им резали ступени, тоже такая твердая плитка с закруглением там, ну, под ступенок. В общем, плиткорез нам очень помог. Кстати, Диам любезно предоставил 5% скидку на все товары бренда Диам, ну, в том числе и этот плиткорез. Промокод на скидку будет в описании к этому ролику. Сразу после завершения работ по подрезкам, всяким вставкам, кусочкам плитки, ну, все, что нужно было нарезать на плиткорезе, мы сразу же в оперативном режиме начали затирать швы. Затирали затиркой Perfecto Smart Shov. Также ссылку на этот продукт оставлю в описании к ролику. И вообще все продукты перечислю там ссылками и с тем количеством, которое мы потратили. Ну, что смогу вспомнить, конечно. Затирку мы затирали уже так, ну, впритык, грубо говоря, ожидались холодильники, поэтому работали очень быстро. Особо там подробно я этот процесс не снял. Но у нас на канале есть мастер-класс со всеми вообще нюансами, вплоть там до консистенции там воды, стадии отжима губок, когда нужно там водой сбрызнуть, когда нужно смывать, потом там применение полотера. Все есть на канале. Уже не будем тут заостряться. Итак, тайминг начинает вылезать уже к часу, видимо, видео будет полностью. Но я все равно советую вам настоятельно досмотреть до конца, потому что в конце я покажу кадры следующего объекта, следующий проект, тоже непростой. Но вот как-то у нас идет вот в этом году, в сложном 20-м, непростые объекты. А мы перемещаемся к входной группе, крыльцо. Сделать качественно крыльцо, это такая работа, она достаточно сложная, ее должен делать специалист, и там очень много операций. Ну, сейчас я покажу все эти операции, сами сможете прикинуть, сколько занимает работа по лестнице, именно если сделать ее правильно, чтобы это все не отвалилось. Потому что в нашем случае нам здесь еще нужно поймать баланс. То есть нам нужно сделать работу очень качественно, чтобы крыльцо простояло несколько лет, но при этом не превысить смету в какие-то запредельные размеры, потому что все равно помещение это арендованное. И так это недешево выйдет. Здесь у меня есть отличный кусок, записанный прямо на стройке. К сожалению, звук не очень, но что есть, то есть. Прямая речь с собой. Когда мы вскрыли, бетон был весь мокрый. То есть вообще, вот бетон нормальный вообще. Вот в тех местах, где он там стоит, да. Ну вот, кстати, видно, вот он послоился. Вот эти вот. Вот он. Ну, попадает туда влага, соответственно, накапливается она до зимы, и потом зимой просто его разрывает на части. Вот, и вот, по сути, вот он такой вот весь вверх. Где-то вот здесь хороший бетон остался, вот с этой стороны, вот здесь. Он плотный, все хорошо с ним, а вот края все они пошли. Простукивается пустота. Здесь вот нормальный, а здесь вот он крошится. Все, что слоится, вот это вот все мы будем сбивать, все эти
перегиб, потом перестреляем сетку и все перельем полностью. Но это все равно временная мера, конечно, ну, на какое-то время хватит, это может хватить там даже на лет 5, но оно не будет вечно стоять, это улица, и тем более туда влага все равно постоянно попадает. Варианты решения: козырек. Только переделать. Да нет, козырек не поможет, это же все из грунта идет, и это бесполезно. Это надо было изначально делать тут правильно, все гидроизоляции и все такое. А здесь, видимо, нет никаких гидроизоляций. А там вот, между прочим, вот здесь вот, если вот здесь не сделана гидроизоляция, то тут вообще елки растут, грунт, и вся вода идет прямо сюда в колесо. Итак, быстро пробежимся по тем операциям, которые мы выполняли с этим крыльцом. Ну вот сначала подсобник, ну даже не подсобник, вот Александр в красных шортах, тоже по объявлению пришел человек с опытом работы. То есть не надо было уже там какие-то азы объяснять. Ну и вообще он в теме, он специалист. Вот. Он 2 дня только отбивал это все перфоратором. Потому что, ну, быстро там не получится, то есть все равно нужно как-то аккуратно. Нет задачи разнести все крыльцо в щепки. Вот 2 дня отбивал, потом пристреливали сетку. Ну вот видите, сетку пристреливали. Потом выставляли опалубки подступенков. Вот, кстати, лайфхак. В пищевую пленку заворачивайте лист гипсокартона, полосу гипсокартона. Отличная опалубка. Для ступеней мы взяли равнитель от Perfecti профи слой. Это такой прям, ну, очень хороший состав. Именно вот то, что нам нужно. Ну, видно, как забили маяки. При этом не особо не ловили вот эту линию. Хотя, может быть, стоило. Ну, решили просто ускоряться, лить, чтобы этот равнитель подсыхал. Также по крыльцу снято очень много материала. Весь его в этот фильм не вставить. Сейчас такое обзорное кино. Ну, вкратце покажу, как делалось. А через какое-то время соберу фильм, ну, конкретно вот по крыльцу, там все какие-то нюансы, там какие-то моменты. Ну, естественно, крыльцо там прогрунтовано в усмерть, пропитано максимально там этим грунтом. Грунт тоже от компании Perfecti. Доверяю вот этому грунту. В общем, экспериментов не хочу, поэтому беру все от Perfecti. Залили ступени. Следующий этап уже на следующий день. Нужно будет обязательно этот равнитель поточить правилом. Задать ему плоскость, вот эту горизонтальную. То есть тут есть 2 варианта. Либо чуть-чуть не доливать и потом подправлять. Ну, практически невозможно сделать зеркало. А лучше сделать зеркало. Потому что чем у вас идеальнее будут поверхности все на крыльце, на этом. Чем идеальнее все эти основания, тем проще вам будет выводить эти ступени. Вообще делать эту лестницу мы позвали специалиста топ-уровня, плиточник с черным поясом, 99 уровень, это Леонид. Мы уже работаем с ним несколько лет, и мы знали, что если кому-то можно доверить эту лестницу, то это только Лене. Как вы понимаете, за бесплатно человек из другого города не поедет. Поэтому все в этом мире стоит денег, конечно. В эти моменты обычно начинаются комментарии под видео, а сколько стоит метр, а сколько стоит вот такая работа, сколько стоит сякая. Я могу сразу сказать, что у нас есть чат профессиональных плиточников. Там уже порядка 1000 человек сидит. Этот чат в Телеграме. Вы можете задавать любые вопросы. Там уже есть крепкое ядро старожил, которые отвечают на все вопросы.
Вот. И в этом чате плиточников вы можете узнать, ну, вы можете скинуть какие-то фотографии и спросить у ребят, сколько стоит та или иная работа. Вот я слежу за этим чатом, там полностью адекватные люди и мастера, скажем так, с опытом, у которых хватает предложений, всегда называют очень адекватные цены. Ну, как говорится, ни много ни мало, столько, сколько это стоит. Поэтому, если есть какие-то вопросы или нужна консультация коллег, чат плиточников в Telegram, ссылка также в описании. Переходите, вступайте, спрашивайте. Ну, мастера с опытом уже поняли, что происходит на кадрах. То есть была уже размечена лестница. То есть вот эти... Ну, ладно, углубляться не будем. Все будет в отдельном видео по лестнице. Но вот следующая операция. Теперь выводим плоскость подступенка. В этот момент случается привоз холодильников в торговый зал. Как вы видите, пришлось варить конструкцию, делать из досок такой помост, чтобы грузовик сразу на этот помост скинул эти холодильники. Они там по что-то, ну, много, по 600 или по 800 килограмм они весят. Поэтому как-то там заносить их на руках, ну, абсолютно не вариант. То есть только тележка Рокла может их завести. И еще все завязано на то, что еще при этом начинает, то есть вот эта входная группа еще делается. Вот тут видите коврик. Но сейчас мы к коврику вернемся. Пойдем по порядку там с лестницей. Вот. И я же еще обещал показать, что будет, если вы не успеете затереть зал. То есть будет вот примерно вот так. Вы можете не успеть затереть или там не успеть доложить какой-то кусочек ровно на один день. Но никто не будет уже откладывать завоз холодильников из-за того, что у вас там где-то что-то не затерто или плитка не доложена. Вот эти холодильники вот так вот заедут, встанут. На следующий день еще плюс к холодильникам придут установщики этих холодильников. Одновременно, ну, уже под конец объекта уже и там, ну, все там, и кондиционеры, и сигнализация, видеонаблюдение. Все эти люди, им нужно работать когда-то. Вот. А если вы делаете полы, то, ну, это все. Крах вашей империи. Минутка попугать заказчиков, которые думают, что можно там взять каких-то узбеков и что-то с помощью их сделать. Ну, может быть, прокатит, а может быть, нет. А вот если не прокатит, то будет больно. Тем временем, я, конечно, немножко забежал вперед. Мы еще делаем коврик входной. Ну, вот такой, как называемый грязесборник. Делать его приходилось по ночам, потому что это вход в торговый центр. Соответственно, днем через вот этот проход и на лестницу ходит большое количество людей. Так что приходилось оставаться и ночами его делать. Ничего, конечно, в этом ковре сложного нет. Ну, просто тоже там несколько операций различных. Тем более, каждая из этих операций, ну, как по чуть-чуть идет. То есть, сначала мы первый вечер отбили, выровняли дно этого, то есть, отбивали по нужной отметке, ну, как бы углубляли эту приямок этот. Потом по самой этой верхней точке, естественно, лишнего нам долбать совсем не хочется. По самой верхней точке залили плоскость. На следующий день на эту плоскость положили плитку. И еще через день к краями там подошли. Ну и там подрезка. В общем, вроде ничего такого, но все равно вот несколько вечеров как бы забирает. Я просто к разговору о сроках, потому что любой большой объект состоит не только из зала, а из большого множества вот таких вот различных мелочей, которые тоже надо делать. Подсобники эти мелочи не сделают, должны делать специалисты. Ну и все это, конечно, забирает время.
Возвращаемся на нашу лестницу. Как видите, все высохло, поверхности идеальные. Можно начинать укладку плитки. Хорошо и обильно прогрунтовали. Даем этому грунту высохнуть. И начинаем мы с подступенков. На этом этапе мы подтвердили старую русскую поговорку, что и на старуху бывает проруха. Получилось так, что неправильно прочли чертеж и были уверены, что у нас ступени с таким фигурным козырьком. И были уверены, что этот козырек, он как бы внахлёст кладется на подступенок. Но хорошо, что вовремя заметили еще. Быстренько сняли все эти детали, счистили клей из плитки, перерезали их на нашем крутом станке. В такие моменты станок, конечно, решает. И болгаркой это все не нарезать. Как говорится, кто не делает, тот не ошибается. И вторая еще поговорка, извините за выражение. Главное не то, что ты обосрался, а то, что ты переделал. Ну вот, переделали, все будет круто по итогу. В целом, облицовка лестницы после того, как у вас выведены все ступени, есть все плоскости, не составляет ничего сложного. То есть сначала подступенок, потом ступень, вот эта деталь с фигурным этим выступом, подрезочка, при этом подрезка, вот этот шов подрезки вы видите, да, он чуть-чуть скрывается этим фигурной этой деталью. Вот равнитель как засох, он аж блестит. Такая уже работа. Ну, швы вот надо соблюдать, понятно, чтобы они переходили там. То есть надо как бы еще правильно разметить. Ну, будет отдельное видео по лестнице. Посмотрите, если заинтересовали эти моменты. Думаю, что наверняка есть парни, которые могут это сделать без выведения ступеней. Ну вот я показал, как мы делали. А дальше каждый решает сам, как за раз там, может, на слой там класть. Ну, вот у нас такая технология. Вообще лестницы это совсем не наш профиль. Мы их отдельно, ну, никогда не возьмем. Только в связке с каким-то объектом, когда, ну, ты уж берешь магазин, ну, так делай весь магазин. И если вы чувствуете все силы, что вы можете сделать такую работу, вот такие специалисты нам нужны. Подсобников уже хватает, подмастерьев на обучение, ну, как-то вот особо не получается у нас. А вот мастеров таких мы с удовольствием приглашаем. Единственное, что мы словам не верим, картинкам, портфолио, ну, только, возможно, Инстаграм там с какими-то историями, с какими-то видео, где вот можно зайти и посмотреть, что это там реально ваша работа. По поводу денег и всего прочего, пишите в директ Инстаграма, все обсуждаемо, обо всем можно договориться. Главное, чтобы у вас был автомобиль, потому что мы работаем по всей России. Вот такая лестница получилась. Ну, уже это я снимал чуть позже. Немножко, может быть, не домыли тут ее. Перила вон там ставили. Это там не скол, это отверстие, через которое сливается вода из вот этих вот металлических решеток, там приямок. Так что это не сколы, там технологически так задумано, что там вытекает эта вода, растаявший снег, этот дождь, просто по брусчатке уходит. Идем внутрь. И пока вы будете смотреть картинку этой шикарной стильной пятерочки, я расскажу, сколько дней мы работали и сколько было задействовано человек. Итак, сам зал вместе там еще второй этаж же у нас, там санузлы, ну там ничего интересного, тоже Леня делал.
По времени мы провели в Дубне порядка 2 месяцев. Конечно, объект не сразу начался, то есть там демонтаж длился, мы уже в городе были, демонтаж еще длился несколько дней, там дня 4. Потом были, ну, как вы видели по видео, были определенные технологические перерывы, вы от них никуда не уйдете, все равно нужно смесям давать время, чтобы они просохли. Потом рисунок. Не так быстро сама плитка пошла, то есть это не было там трах-бах там под 250 метров в день. Где-то мы делали стабильно метров 60-70 в день. И сразу скажу, сколько человек работало. То есть все время было 2 специалиста и 3-4 подсобника каждый день, практически каждый день на протяжении всего времени. Такие объемы там сделать самому вдвоем, там, как нам часто пишут в комментариях, это просто невозможно. Подсобники работали с 9 до 6. Вот 3-4 человека каждый день. Бывало даже и 5 их выходило. А мы перемещаемся в город Шаховская, Московская область. Здесь торговый центр АМС. Самый главный центральный торговый центр этого города и самый главный продуктовый магазин этого города. Неожиданно это снова 5. Наша задача здесь поменять плитку с 60 на 60, плитка там, ну какое-то еще выравнивание, поменять на вот такую очень красивую плиту 60 на 120, большая плита. Новый станок пришлось покупать, в общем, все как обычно. Ну, главная сложность не в этом, а магазин, он продолжает свою работу. То есть мы делаем его такими кусками, захватками. И вот эту, как мы организуем эту всю работу, как мы все это сделаем, я думаю, что тоже интересно посмотреть любому специалисту. Ну и заказчикам тоже, кстати. Поэтому не забывайте подписаться на канал. Скоро пойдут видео и с этого объекта. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Не просто было собрать это видео, поэтому помните, что лучшая благодарность автору — это лайк, коммент, подписаться, колокольчик и репост. Ну, коммент — это обязательно вообще. Просто, я не знаю, точку нажмите. Это будет хорошо для продвижения этого видео. Всем спасибо. Оставайтесь с нами. Ваш адреналиновый строитель. Evil mind.